Alright guys, today we are going to be reacting to Russia fiber optic kamikaze drone exposed by Ukrainian, I think that is. Let me see what's going on here. Our Ukrainian army soldier. Interesting, right? Thank you so much for the support. We're going to simply jump in here, see what's going on just to get an update, alright? Let's jump in. Я Патрик Ланкастер, и сейчас у нас есть оптоволоконный беспилотник, который используют российские военные. Это батальон Максима Кривоноса, бывшие украинские солдаты, которые воюют против украинских сил. Но это российский оптоволоконный беспилотник. Мы собираемся получить информацию об этом. Это дрон на оптоволокне. Это на данный момент высокоточное оружие поражения целей противника. Этот беспилотник практически не подвержен помехам со стороны украинских сил, которые сбивают многие беспилотники. Я имею в виду, что каждый день сотни, тысячи беспилотников сбиваются из-за помех от средств радиоэлектронной борьбы. Но внутри этого беспилотника находится катушка с очень тонким оптоволоконным кабелем, который выглядит почти как леска, которая разматывается во время полета. Вот здесь. Что это? Он разматывается во время полета. На километр. Данная катушка на 15 километров. Здесь 15 километров оптоволоконного кабеля, и они могут не беспокоиться о помехах. Если кто-то подойдет с ножницами и перережет его, как это было на видео, то это остановит его. Но сам сигнал идет по кабелю от оператора. Это беспилотник Камикадзе. Это дрон Камикадзе. У оператора есть очки, он видит отличную камеру. Камера здесь. А вот и камера. Оператор беспилотника видит цель и поражает ее. Это 15 километров кабеля. Это очень интересно, очень интересно. Сколько один штук, как это стоит? Один такой дрон стоит порядка 150 Oh my god. 115 rubles, was it $1,500? $1,500. 100, да? 150. 150 рублей, плюс-минус. Это примерно $2. Yeah. И это одно из лучших оружий на войне, потому что оно дешевое, $2, и может уничтожить оборудование стоимостью в $1 миллион. И его невозможно обнаружить, кроме как невооруженным глазом. Приоритетными целями являются... Yeah, the problem with drones is it's gonna be very hard. Listen, guys, when it comes down with drones, right? It's gonna be extremely hard to make sure drones are not detected by, I will say, by jam system. It's gonna be very hard unless you make them with wood or something. But then it's not gonna be as reliable, especially on the water, because then the water is gonna make it heavier. With the rain, I almost say. Также ПВРы противника, расчеты FPV противника. Well, I'm sorry, guys. Ну, естественно, какие-то штабы и укрепы, через которые наши войска не могут прорваться. So it's like this could be one of the best weapons in the war because it's cheap, $2,000, which can destroy $1 million piece of equipment. Yeah. And unjammable, undetectable, except with a naked eye. Оно не излучает никаких электронных сигналов, только через кабель. Поэтому его нельзя заглушить или перехватить. Очень интересно. Давайте посмотрим поближе. Wow. Yo, that looked like it's being put with like a Lego. Посмотрим поближе. Look at that. I mean, to be honest, guys, and I think I spoke about this in multiple episodes. I mean, it has to be practical, man. You're in the middle of the war. You don't want to overwhelm the system with it, right? But you have to be practical. Pull some pieces together, make it Lego-ish, and let's just go. That's what I think. Здесь вам представлены дроны на оптоволокне. Дроны называются КВН, князь Вандал Новогородский. В данный момент это высокоточное оружие. Оно является высокоточным, потому что у него
стабильная картинка, стабильная связь на всем протяжении полета. Сами дроны 9-миллиметровые, лопасти у них 9-миллиметровые. Хорошо, давайте немного осмотримся. Мы немного ближе к линии фронта, и за мной вы видите виртуальное кладбище военной техники. И я подумал, что было бы интересно поговорить с вами об инвестициях, о том, как защитить вас и вашу семью в долгосрочной перспективе. Я всегда думаю об инвестициях, у меня есть такая возможность. Но я хочу поделиться с вами тем, что делаю. И также улететь на удаление минимум 10 километров. Здесь у нас представлена бобина на 15 километров. С помощью ее цели бойцы, находясь в безопасности, находясь на приличном удалении, могут поражать технику, пехоту, также какие-то опорные пункты противника, никак себя практически не выдая и с большой эффективностью. Так как на радиодроны сейчас появилось очень много подавления рэп-станций, РЭР-станций, которые могут отследить пилотов, откуда они взлетают, и также по направлению может по пилотам отработать рта, то дроны на оптоволокне практически невозможно отследить. Man, that's gonna be a game changer. The fact that you can throw a drone and you cannot be detected. And somehow you still, I mean, the thing is that when this, but then you can make it more defense technology that can just overhaul and go above and just detect the fiber optic. You see what I'm saying? You can do that in theory. I personally think I'm very impartial when it comes down to war. Again, I don't know anything about it. You guys do a good job and just educating me regarding this. However, my personal opinion when it comes down to this, tanks are gonna be useless. Men in the front is gonna be useless until the areas are clean, and whoever lose the drone war first, that's the one that's gonna have to just send men first. My opinion. За счет того, что они передают и принимают сигнал весь с помощью оптоволокна. Вот. У нас есть много информации об этом беспилотнике с волоконно-оптическим кабелем, который российские войска используют для уничтожения украинских сил, и который ответственен за уничтожение многих западных танков НАТО. Wow, that's Это действительно интересное оборудование. Я впервые вижу его так близко. Но у нас есть большой отчет об этой специальной команде беспилотников. Обязательно посмотрите его. И, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь, подпишитесь. Помните, что я независимый журналист, работающий на краудфандинге. Поддержите мою работу, перейдя по ссылке на экране, в описании или в закрепленных комментариях. Сделайте пожертвование. Мне нужна ваша поддержка. И напишите в комментариях, что вы думаете об этом беспилотнике и что еще хотите. Yeah, I agree with him. Make sure you donate. You can leave super chats on my channel as well, since I don't make a lot of money doing stuff like this, right? I get a little bit, but not a lot. If you guys can put a little bit of super chat, that's gonna be nice. But subscribe as well. That would be good as well. Well, my personal opinion, something that I had to give Russia, they have been really, they adapted very well throughout this military operation in the last couple of years, to the point that they have created anti-drone technology as well. And right at the beginning of the war, they were having a lot of problems with the drones. The drones were just destroying their tanks, and their tanks are not easy to create, guys. These tanks require a lot of resources, so they're not easy to make. Now, with that being said, what I noticed is that these type of updates are going to be utilized in the next couple of years to just create better technologies. Let me know what you guys think, guys. I would love to hear you guys' opinion. I will see you in the next one.